воскресе! И светлая пасхальная радость омрачается полнейшим беспределом в отношении верующих и духовенства крупнейшей религиозной конфессии Украины, Украинской Православной Церкви. Безусловно, об этом нельзя молчать, и каждый из нас сегодня должен говорить свое слово в защиту Церкви. Мы стараемся вместе перевести каждое видео на канале на английский язык сейчас, сделать субтитры. Если вы считаете, что это важно, чтобы люди во всем мире могли знать правду о происходящем в нашей стране, в Украине, пожалуйста, присоединитесь к сбору в комментариях. Сегодня мы говорим о том, что происходит в пятницу в Киево-Печерской лавре. Вчера мы говорили о циничном произволе, вчера мы говорили о том, как арестовывали, как забирали людей, как их буквально в смысле похищали, потому что волочить тело по земле человека, но это что-то вот за гранью добра и зла. И сегодня мы видим, что эти действия, активные действия в Киево-Печерской лавре продолжаются. И на очередь за 39-м корпусом лавры пришел и 44-й, а также один из храмов живоносного источника. Мы можем увидеть с вами, что снова спецподразделения, снова полиция, снова люди с оружием, и все это стало реальностью, ежедневной реальностью в Киево-Печерской лавре. Не обошлось также без задержаний, помимо судов, которые сегодня проходили. Судовые, по крайней мере на момент записи, я знаю только об одном из задержанных, что, по словам адвоката Никиты Чекмана, ему назначили круглосуточный домашний арест. Мы видим с вами, что один из молодых людей, который вел прямые трансляции того, что происходит в лавре, брат Михаил, также был задержан. Задержан достаточно цинично во время одного из своих прямых эфиров. И вообще говорят люди, которые там находятся, что присутствие независимой прессы там блокируется. Что разрешают там ходить Пятому каналу, который покажет только то, что захотят показать. Ну а те люди, которые хотят просто демонстрировать тот весь произвол, который происходит в Киево-Печерской лавре, их работа блокируется. І, як видим, достаточно жорстко. Я не можу так поступити без адвоката. Друзі. Ні, це насильно. Мене насилують. Подвиньтесь на середину. ОПЦ! 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 Дозвольте мені викликати адвоката. Вимикаємо стрім, по-моєму. На, виключ. Адвоката. Мене забрали, друзі. Мене забрали в поліцейський відділок. По моей последней информации, его в конце концов отпустили, но мы можем увидеть отношение, что без всякого основания человека могут просто силой затолкать в полицейскую машину и везти куда-то в управление. То есть, насколько это нормально, насколько это сочетается с теми высокими, высокопарными словами, которые звучат с высоких трибун. Насколько это сочетается с тем, что нам рассказывают о правовом государстве. Ведь это далеко не признаки правового государства, не имея ни единого основания просто-напросто задерживать человека, потому что он показывает то, что вы не хотите, чтобы увидел весь мир. Теперь увидит. Каждому пока. Как я уже говорил, у каждого времени свои символы. И, наверное, символы этой черной весны в истории Украинской Православной Церкви — это разные инструменты. Инструменты, которыми вскрываются двери святынь. Инструменты, где уже никто не смотрит ни на историческую ценность здания, ни на что. Самое главное — открыть, забрать, захватить, а потом еще и устроить какую-нибудь провокацию. И потому такие вот картины, к сожалению, стали обыденностью. Это никого не беспокоит. Не беспокоит никакую комиссию, не беспокоит никакие высокие чины, которые должны были бы следить за порядком. Самое главное — отобрать, поскорее отобрать святыни Украинской Православной Церкви. Ведь, похоже, задача стоит
именно такая. А вот еще один инцидент, который произошел сегодня. Монахи Киево-Печерской лавры, которые живут, которые постоянно находятся в монастыре. Монахи, у которых нет ничего, вышли, чтобы пройти традиционным крестным ходом. Но когда они хотели зайти назад, в лавру, к себе домой, напомню, их не пустили. Их просто-напросто не пустили, потому что внезапно у кого-то родилась не очень светлая мысль. Давайте-ка у всех проверять документы. И не просто проверять, а давайте еще будем всех фотографировать, возможно, составляя определенное досье на каждого, кто сейчас под лаврой. И нужно здраво оценивать риски. И вот монахов пытались не пропустить назад в лавру, мотивируя, что ну у вас-то документов с собой нет. Все это напоминает одну старую, очень известную фотографию, когда, знаете, отмечали некоторые такие активисты, богоборцы, кто уже приходил в церковь на Пасху для того, чтобы потом прилюдно их вот посрамить, чтобы прилюдно погрозить пальцем, сказав, вот посмотрите, какие они не шагают с нами нога в ногу. Они не делают то, что говорит партия, посмотрите, какие они ренегаты. Ну и в общем-то мы видим, что дошло даже до некоторых таких потасовок, когда одного из монахов пытались толкнуть. И человек, который его толкает, быстренько надевает на свое лицо маску. Я надеюсь, ему хотя бы стало стыдно от такого поступка. За злочинні накази чи ні? Будь ласка. Слухайте, пускайте братію додому. Що ви товкаєте монаха? Навіщо це робите? Ви ж провокуєте. Пустіть братю до монастиря. Чого закриваєш лице? Знімайте. Я думаю, что вы, когда находитесь дома, вы тоже не носите с собой постоянно паспорт. Но здесь монахи живут в лавре, они вышли, они были рядом с территорией, они возвращались назад. О чем вообще речь? И до этого это никогда не требовалось. И что это за новые проверки? Пожалуйста, начинайте проверять людей на территории Верхней Лавры. И вообще везде, потому что тогда это похоже на какую-то дискриминацию. Похоже, что мы беремся очень усиленно проверять одних, но совсем забываем о других. Потому что эти одни, которых нужно усиленно проверять, просто из неправильной церкви. Это ли не дискриминация по религиозному признаку? И, как я уже говорил, основные события также разворачивались возле храма «Живоносный источник», один из храмов Нижней Лавры, где была служба, многолюдная служба, люди не помещались в храме. И говорят, что некоторым сотрудникам ряда органов очень не понравилось, что в храм идут люди, что люди стремятся туда. Как вы понимаете, к пустому источнику с плохой водой люди не пойдут. Но люди понимают, что вот она благодать, вот он мир Божий, они хотят это получить. Они хотят быть частью своей церкви. И потому люди старались идти в этот храм. И вот представители, те, которые сейчас противодействуют церкви на территории Лавры, они просто-напросто решили закрыть железную калитку, чтобы не допустить туда людей. И мне кажется, что для 21 века это какая-то страшная картина. Но один из символов сегодняшнего дня, когда через решетку приходилось и исповедовать, и причащать людей. А потом, говорят, даже тем нуждающимся, которые хотели перекусить, им через эту же решетку давали и обед, для того, чтобы люди могли подкрепиться. И мы знаем о той невероятно благотворительной работе, которую проводит Киево-Печерская лавра и многие другие святыни Украинской Православной Церкви. И мы видим, что даже гонители церкви поят чаем и кормят, и всячески стараются наставить на путь истинный. Скажите мне, возможно ли это в стране, которая считает себя правовым государством? Насколько это нормально? Есть ли какой-то повод, чтобы оправдать такое беззаконие? И неужели об этом стоит молчать? Безусловно, хочется закрыть все рты, наверное, кому-то. Хочется, чтобы все думали, что у нас все хорошо, прекрасная маркиза. Но на самом деле ведь нет. На самом деле это страшная ситуация. И нужно бить во все колокола. Все должны это видеть.
Потому что нельзя дискриминировать людей по религиозному признаку. Нельзя унижать граждан. Нельзя унижать человека только потому, что он ходит в ту церковь, которая вам не нравится. И самое главное, стоим твердо в вере нашей. И стараемся всеми законными способами защищать нашу церковь. До скорой встречи.